Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам кое-что потрясающее. 3 разных вида декоративной штукатурки, и все они по-своему уникальны. Смотрите, первый вариант – итальянская вуаль. Кажется объемной, но на самом деле невероятно тонкая и мягкая на ощупь. Как вам такое? Далее, штукатурка в стиле ваби-саби. Ее прелесть в простоте и естественности. Она дарит интерьеру уют и покой благодаря природным оттенкам и текстурам. И, конечно, наша звезда – карта мира. В теплых светлых тонах с роскошным суперглянцем. Поверьте, это будет что-то невероятное. Перед созданием первого варианта декора нужно хорошо подготовить стены. Сперва обеспыливаем их при помощи обычной грунтовки, а после наносим грунт-краску Adhesive 02 компании VR Deco. Так как после него мы будем наносить светло-серый декоративный шелк, то грунт колируем в тот же цвет. Я уже перелила необходимое количество грунта в емкость и теперь добавляю туда каплю черного колера. Расход этого грунта небольшой, при однослойном тонком нанесении 100-120 грамм на квадратный метр. Хорошо перемешала его и переливаю в ванночку. Чтобы лучше контролировать нанесение материала, делать это буду при помощи небольшого валика с коротким ворсом. Для этого варианта декоративной штукатурки очень важно нанести грунт как можно тоньше. Поэтому делаю первые движения валиком, раскатывая грунт по поверхности. Наношу не очень большой участок. Когда на валике становится меньше материала, я еще раз раскатываю его, выравнивая слой. Таким образом мы укрываем всю поверхность, создавая равномерную мелкую шубку. Нанесли грунт и оставляем его до полного высыхания в течение суток. Теперь можем приступить к нанесению следующего слоя. Делать я его буду из декоративного шелка Magna. Эта декоративная краска имеет приятный перламутровый блеск, а по консистенции напоминает густую сметану. В зависимости от метода нанесения позволяет получить гладкое или микрорельефное переливающееся покрытие, рисунок которого будет зависеть от угла падения света. Так как шелк достаточно густой, а наносить я его буду при помощи валика, поэтому разбавляю его водой на 5-10%. Она сделает материал более жидким и работать будет гораздо легче. Размешала и переливаю в ванночку для краски. Наносить буду тем же валиком, который использовала для грунт-краски. Теперь необходимо перекрыть шелком всю поверхность, чтобы нигде не просвечивал грунт. Двигаюсь валиком разнонаправленными движениями, чтобы создать небольшой эффект перелива цвета. Этот материал имеет очень интересную особенность. Когда смотрите на него прямо, он кажется достаточно светлым. Немного отходим в сторону, и он смотрится темнее, чем основа. В сравнении с соседней стеной это заметно. Шелк нанесли и оставляем его до полного высыхания. Тем временем подготовим материал для создания эффекта итальянской вуали. Для этого нам потребуется тот же самый шелк, что мы сейчас нанесли, а также очень интересный материал под названием гранелла. Его уникальность в том, что он содержит в себе большое количество наполнителя, похожего на стеклянные микросферы, которые создают 3D-эффект. Эти крупицы мне чем-то напоминают микросферы, которые содержатся в некоторых вариантах декоративного песка, но тут их гораздо больше. А еще больше ассортимент декоративных материалов в сети магазинов Decor Time, ссылку на который оставлю в описании под видео. Доставка есть по всей России и можно сделать заказ, не выходя из дома. Плюс по моему промокоду Креатив вы получите хорошую скидку, что сделает приобретение качественных декоративных материалов и инструментов еще выгодней. Но перед тем, как приступить к самому интересному этапу создания первого варианта декора, нам необходимо смешать декоративное покрытие гранелла с магной. Одна часть магны и 2 части гранеллы. Расход на квадратный метр при создании первого варианта декора 100 грамм гранеллы и 50 грамм декоративного шелка Magna. Теперь колирую получившуюся смесь в серый цвет при помощи черного колера. Ссылки на все материалы оставлю в описании под видео. Хорошо перемешали и теперь разбавляем эту смесь водой. Воды необходимо добавить достаточно много, 40% от веса смеси. Не от объема, а именно от веса смешанной гранеллы и магны. Материал должен получиться вот такой консистенции. Хорошо видно, что он жидкий и переливается, как обычная краска. Для нанесения потребуется морская губка и вот такая шпатулета. Набираю на губку небольшое количество материала прямо из ванночки для краски и приступаю к созданию декора. Легкими движениями делаю отпечатки на поверхности. Материал достаточно жидкий, и после прикосновения губки остаются капли разного размера. Заполняю ими поверхность процентов на 70-80. Берем шпатулету и разглаживаем в разные стороны. Нажим должен быть достаточно сильный, чтобы хорошо разгладить материал.
Здесь видно, как шелк отделяется от гранеллы и образует более темный контур. После высыхания эти участки будут еще заметней. За счет этого и появится эффект объемной фактуры. В этом варианте декора я нанесла на краску грунт светло-серый декоративный шелк. И когда добавляла его в гранеллу, то дополнительно затемнила смесь черным колорантом. Можно этого не делать, и тогда эффект вуали получится с более нежными переходами оттенков. Советую заранее сделать несколько образцов в разных цветах и из них выбрать наиболее подходящий. Можете даже попробовать вариант без колеровки, используя материалы в базовых цветах. Получится очень светлый декор с легким перламутровым блеском. Он будет почти белый, но иметь в себе нежный розовый оттенок. За раз большой участок не наносите. 30-40 квадратных сантиметров будет достаточно. Шпатулетой нужно приглаживать материал достаточно жестко, чтобы наполнитель гранеллы распределялся по плоскости тонким слоем. Эффект объема тут достигается не за счет рельефа фактуры, а за счет цвета и отражения света. В процессе нанесения обязательно оставляйте неровный край, чтобы в дальнейшем не было видно состыковки двух участков. Продолжаю отпечатывать материал с небольшим отступом от края предыдущего, чтобы в этом месте не получилось сильного наслоения. На большой стене работаем точно так же. Нанесли небольшой участок и сразу разглаживаем его. В процессе высыхания штукатурка сильно светлеет. Это видно по первым нанесенным участкам. Так что при колеровке это обязательно нужно учитывать. Когда доходим до угла, берем небольшой кусочек губки и добавляем при помощи нее материал, чтобы был красивый переход со стены на стену. Заполнила его и приглаживаю шпатулетой, двигаясь от угла по диагонали вниз и вверх. Ничего сложного тут нет. Заполнила угол и можно переходить на соседнюю стену. Осталось совсем немного, буквально 10 секунд, и декор будет полностью готов. Сможем вместе с вами полюбоваться получившимся результатом. Закончили нанесение и теперь даем штукатурке высохнуть в течение суток. Под разными углами обзора декор выглядит по-разному. Где-то проявляется светлая основа, а где-то за счет цвета создается 3D-эффект. Визуально текстура кажется объемной, но на ощупь это не так. Она больше напоминает мягкую ткань, очень приятную на ощупь. Такой декор легко выдерживает влажную уборку, что делает его отличным вариантом для спальни или гостиной. Ну а для дополнительной стойкости к мытью декор можно защитить при помощи вот такого полиуретанового лака Craft Pro Matte. Ну а если же требуется защитить поверхность от прямого воздействия воды, то используем двухкомпонентный лак Tiziana Durato. Первый вариант декора я покрою лаком Craft Pro Matte. Это матовый однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе. Для его нанесения я буду использовать валик с велюровым ворсом. Так как у декоративной штукатурки нет рельефа, то укрыть ее лаком при помощи валика с коротким ворсом не составит большого труда. Материал достаточно нанести в 1-2 слоя. Для хорошей защиты от загрязнений этого хватит. Закончили с нанесением лака, и наш первый вариант декора полностью готов. Лак сохраняет оригинальный цвет декора и не придает поверхности лишнего блеска. Стоимость материалов на данный момент без лака выйдет в районе 500 рублей за квадратный метр, а с дополнительной защитой лаком Pro Matte 900 рублей. Итоговая стоимость будет зависеть от условий эксплуатации и требований к прочности покрытия. Ну и не забываем про мой промокод на скидку в 10%, который я оставила в описании под роликом. Далее переходим ко второму варианту декоративной штукатурки в стиле ваби-саби. Я уже нанесла неколированный грунт Adhesive 02 в один слой. Теперь необходимо разбавить и заколеровать гранеллу. Ее расход для второго варианта декора будет 250 грамм на квадратный метр, а декоративный шелк нам не потребуется. Колеровать материал буду при помощи универсальных колорантов от Tiziana Deluxe. Сперва добавляю алый цвет, далее идет лимонный. Эти два колоранта дают оранжевый цвет, а чтобы получить серо-коричневый, добавляю туда черный. Его требуется больше. Так как при высыхании гранелла светлеет, то делаем цвет темнее на 2-3 тона, чем то, что мы хотим получить в итоге. Хорошо перемешиваем материал, чтобы колоранты полностью в нем распределились. Теперь, как и в предыдущем варианте декора, разбавляем материал водой. Рассчитываем ее по весу, а не по объему. На 100 грамм гранеллы идет 50 граммов воды. Добавила. И хорошо перемешиваю, пока материал не станет однородной консистенции, похожей на густую краску. Для нанесения можно использовать пластиковую либо металлическую кельму. Набираю на нее материал вот таким образом.
Отлично, теперь делаю хаотичные мазки по всей поверхности. Сперва прижимаю кельму плоской частью, чтобы получились большие отпечатки, а потом немного их растираю в стороны, чтобы образовывались неровные края и мелкие крапинки. Материал очень жидкий, и при таком нанесении он сам собой раскидывается по поверхности. Получаются элементы разной формы и размера, а это то, что нам и нужно. И с такой техникой нанесения справится каждый. Сами видите, что испортить тут что-то вряд ли получится. Нанесла небольшой участок, возвращаюсь к первому и слегка подглаживаю фактуру, чтобы не было слишком сильного рельефа. Делаю это легкими, разнонаправленными движениями, прислоняя кельму под небольшим углом к поверхности. Работаю ее краем. На большой стене работаете точно так же. Заполнили несколько квадратных метров, возвращаетесь к началу участка и сглаживаете большие неровности. Таким образом, постепенно декорируете всю поверхность. Делается все еще проще и быстрее, чем при нанесении материала морской губкой. Теперь сделаем переходы в углу. Для этого потребуется совсем немного материала и маленький шпатель. При помощи него соединяю пятна в самом углу, чтобы они переходили с одной стены на другую. Этот метод хорошо работает как на внутренних углах, так и на внешних. Сделала переход в углу и подглаживаю оставшуюся поверхность еще раз. Закончили с первым слоем и оставляем гранеллу полностью высохнуть. Первый слой хорошо высох, и можно переходить ко второму. Набираю материал на кельму вот таким образом, на самый край. Теперь начинаю перекрывать гранеллой всю поверхность. Наношу материал как на пустые участки, так и на фактуру, которая создавалась на предыдущем этапе. Слой нужно сделать как можно тоньше, поэтому нажим кельмы делаю достаточно сильный. Заполняем всю поверхность небольшими участками, оставляя неровный край. Возвращаемся к началу и подглаживаем на сдир. На кельму давлю посильней и двигаюсь ей в разных направлениях, стараясь, чтобы от нее не оставалось следов в виде мелких бороздок. Хорошо пригладила первый участок и наношу следующий. Участки соединяются по неровному краю, чтобы после высыхания материала стыки не были заметны. Это золотое правило не только для этой техники, но и для работы с декоративной штукатуркой в целом. Если из-за наслоения материала и проявится заметное место, то оно будет смотреться естественным и не так сильно бросаться в глаза. Только после того, как закончили с первой стеной и пригладили каждый участок 2 раза, можно переходить на следующую. Материал наношу от угла, двигаясь кельмой в разные стороны. Все делается очень просто. Закончили со вторым слоем и оставляем его до полного высыхания в течение суток. Эта техника нанесения и уникальные свойства гранеллы позволяют легко создать декор в стиле ваби-саби. Мы получаем красивую поверхность с мягкими переходами цвета и эффектом объема. На самом деле, декоративная штукатурка ровнее, чем кажется, так как песчинки, которые содержат материал, очень маленькие и не имеют острых краев. Рука просто скользит по ним и ни за что не цепляется. Так же, как и первый вариант декора, показанный в этом видео, этот можно применять в помещениях, где стены не приходится постоянно мыть. И тогда стоимость за квадратный метр составляет около 500 рублей. Если требуется частое мытье стен, то с защитой лаком ProMat стоимость возрастает до 900. Если же вы хотите какой-то из двух первых вариантов нанести в ванной, в зоне прямого воздействия воды, то декор нужно защитить не лаком ProMat, а дуратой. Это двухкомпонентный полиуретановый лак, который создаст водонепроницаемый защитный слой. Перелила в чистую емкость 120 мл компонента А и отмеряю компонент Б. Его потребуется ровно 30 мл. Добавляю компонент Б в компонент А. Требуется их хорошо друг с другом смешать. Делать это нужно в течение 2 минут. Первый слой лака Дурата обязательно разбавляем на 10% водой, чтобы он легче наносился. Хорошо перемешала и переливаю его в ванночку. Расход этого лака на первый слой от 80 до 100 мл на квадратный метр. Расход на второй слой меньше на 20%. С этим лаком работать очень удобно, он не пузырит на поверхности, и так как он на водной основе, у него нет резкого запаха от растворителя. Нанесла второй слой лака, теперь ждем его полного высыхания и после этого посмотрим, что у нас получилось.
Декоративная штукатурка смотрится отлично и теперь имеет супер защиту от воды и загрязнений. Этот вариант подойдет не только для влажных помещений с прямым воздействием воды, таких как зона душа, но и для кухонного фартука или помещений с высокой проходимостью, где требуется максимально высокая износостойкость финишной отделки стен. Подробно разобрав технику создания итальянской вуали и декора в стиле ваби-саби, мы можем перейти к третьему варианту декоративной штукатурки. Я уже заколеровала адгезив 02 в светло-серый цвет и нанесла его в 2 слоя. Должна получиться вот такая легкая равномерная шубка по всей поверхности. После высыхания грунтовочного слоя можем приступить к созданию фактуры карты мира. И для этого нам потребуется декоративная штукатурка Глатта компании Vert Deco. Меня часто просили показать готовый к применению материал, который можно сразу заколеровать и сделать объемную фактуру карты мира с хорошим глянцем. Эта штукатурка отлично для этого подходит. Перед нанесением я заколирую ее в светло-серый цвет при помощи черного колоранта. Расход материала всегда зависит от объема создаваемой фактуры. В нашем случае потребуется около 500 грамм на квадратный метр. Заколеровала Глатту и можно приступать к ее нанесению. Для этого потребуется кельма и шпатель. Набираю материал на кельму и слегка приподнимаю шпателем, чтобы образовались вот такие небольшие холмики. Отлично! Теперь переносим их на стену. Отпечатки делаю, прижимая кельму под разными углами. Сильный нажим делать не нужно. Почувствовали, что штукатурка коснулась стены, и отрываем ее. Для такой работы консистенция Глатты отлично подходит. Она не настолько густая, чтобы не цепляться за стену, но и не настолько жидкая, чтобы стекать с нее вниз и брызгаться во все стороны. Поэтому контролировать нанесение очень легко. Нанесла небольшой участок, сделав у него неровный край. После этого снимаю излишки материала с кельмы. Сейчас будем формировать островки. Начинаю приглаживать материал очень легкими движениями. Сильный нажим на кельму я не делаю. Штукатурка еще очень сырая и видно, как легко она разглаживается даже при легком давлении. Самое важное тут двигаться кельмой в разные стороны, чтобы фактура не получалась заметным одинаковым направлением. Подгладила первый участок и оставляю его. Тем временем покажу вам, как сделать красивый переход в углу. Сперва набираю штукатурку на кельму и приподнимаю ее маленьким шпателем, чтобы сформировались холмики. Затем, пока на кельме много материала, наношу ее с небольшим отступом от предыдущего участка, чтобы не сделать в месте стыковки сильное наслоение, которое потом будет заметным. Дойдя до угла, прижимаю кельму как можно ближе к соседней стене. Делаю это очень аккуратно, чтобы не заполнить весь угол и не получился один большой островок от потолка до пола. Нанесла материал точно таким же образом до угла. Теперь очищаем инструмент и приглаживаем штукатурку, формируя карту мира. Кельму держим под углом к стене в 10-15 градусов, чтобы и материал не снимался с поверхности, и вершины фактуры получались гладкими. На участках, где первичное приглаживание завершено, материал начинает светлеть. И это значит, что пора его еще раз пригладить чистой кельмой с более сильным нажимом. Второй нанесенный участок тоже начинает подсыхать. Это видно по светлеющим контурам островков. И поэтому сразу перехожу на второй и доглаживаю его до самого угла. Чтобы кельма при этом не оставляла на поверхности царапин, постоянно протирайте ее влажной тряпочкой. Пригладили штукатурку второй раз и оставляем ее еще немного высохнуть. Главный секрет получения глянцевых вершин фактуры без нанесения дополнительных слоев материала и его шлифовки заключается в своевременном приглаживании Глатты. Для этого нужно постоянно следить за высыханием уже нанесенных участков и не пропустить момент, когда материал слишком сильно схватится. Далее очищаем кельму и приглаживаем штукатурку в разные стороны. При первом подходе главное сформировать форму островков. Сразу стараться сделать их вершины гладкими не нужно. В самом углу работаем максимально аккуратно, чтобы не повредить фактуру на соседней стене. Сформировала плоскость островков у второй стены и возвращаюсь к первой, начиная ее глинцевать большим давлением на кельму. Приглаживать нужно сильно, но аккуратно. Если появятся мелкие пузырьки, то дайте материалу еще немного подсохнуть. И после приглаживаем, пока не появится глянец.
Глата позволяет получить хороший глянец, используя всего лишь кельму, но его можно усилить при помощи полировальной машины с 4000-м абразивом. Закончили с полировкой глаты. Если нам не требуется частое мытье, то декоративную штукатурку можно оставить без дополнительной защиты. Ну а если же требуется повышенная стойкость к загрязнениям, то наносим воск для венецианской штукатурки Тициано Чероса. Делать это можно через 12 часов, когда заглинцованная фактура хорошо высохнет. Нанесла воск на тряпочку тонким слоем и теперь покрываю вершины фактуры. Равномерным слоем нанесла воск по всей поверхности. Далее ждем, когда пропадут вот такие пятна. И после этого приступаем к полировке. Сделать это можно при помощи мягкой ткани, либо полировальной машины с меховой насадкой. Третий вариант готов. Декоративная штукатурка карта мира получилась превосходной. Без шлифовки и пыли можно добиться отличного глянца, даже при том, что декор довольно светлый. Материал создает зеркальный блеск, как у венецианской штукатурки, но без ее использования. К тому же для фактурного декора не требуется идеальная подготовка стен. Объемная фактура легко скроет мелкие дефекты основания. Царапины и небольшие сколы станут незаметны. Все это позволяет быстро и просто создать суперглянцевую карту мира из глаты и получить уникальный декор стен. Напишите в комментариях, какой из 3 вариантов вам понравился больше всего, или что бы вы изменили в технике нанесения. Мне будет очень интересно почитать ваши мысли, и возможно это поможет другим найти вдохновение и новые идеи для своих проектов. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!